Здравствуйте! Я рад снова приветствовать вас на Ламриме и готов поспорить, вам интересно, что это за дырки на джинсах. Давайте выясним. Я перехожу к тексту. Мы закончили ужасающую и в то же время удивительную историю о голубом лотосе, Утпале, которая стала архатом и которая привела в архаты 500 монахинь. Мы продолжаем читать наставления по Бонке Ринпоче о Ламриме. Только потому, что ваша мама жила давно, это не значит, что она не ваша мама. Даже если дни, когда она была вашей мамой, остались в прошлом, это не значит, что она перестала быть вашей мамой. Тогда, рассуждая логически, если тот факт, что она была в прошлом, если тот факт, что время, когда она была вашей мамой, прошло, означает, что она не ваша мама, то тогда мать каждого существа не является его матерью, поскольку мать каждого существа была его матерью раньше, в этой жизни. Значит, если ваша мама не является вашей мамой в этом году, а в прошлом году она была вашей мамой, то она не ваша мать, правильно? Следуя вашей логике, если она была вашей матерью в прошлом, то теперь она уже не ваша мать. Хорошо, тогда мама, которая родила вас в этой жизни, не является вашей мамой, потому что она родила вас раньше. Такова аргументация по Бонке. Даже та женщина, которая была вашей мамой вчера, сегодня уже не будет вашей мамой, потому что это время прошло. Таким образом, если вы ездили навестить свою маму вчера, а сегодня вернулись домой, то неожиданно, поскольку это уже другой день, она больше не ваша мама, верно? Поскольку кто-то в прошлом был вашей матерью, сейчас это уже не ваша мать, согласно вашей логике. Почему? Потому что это прошло, она уже в прошлом. Вчерашний день тоже прошел. Это интересно, говорит он. Это своего рода тонкое непостоянство. Трава означает тонкий, неочевидный. Митакпа означает непостоянный. Если вы не изучали буддийскую философию на занятиях по Ламриму или на курсах ACI, тогда Токпарка вам трудно будет понять. Трудно постичь суть тонкого непостоянства, если вы не прошли специальное обучение, если у вас не было специального обучения, основанного на классических буддийских текстах, на классических текстах смешанных орешков. Тогда вам будет трудно понять, токка, что это такое. Мё означает «я знаю». Но давайте используем общеизвестный пример. И я думаю, так будет легче для вас. Перна, давайте рассмотрим пример. Сэнди Тапу. Итак, конечно же, Пабонка Ринпоче читал лекцию по Ламриму в своей сен. Сен – это накидка, которую монахи носят на плечах. Скорее всего, он читал лекцию с накидкой на плечах. Итак, нанин означает «в прошлом году». Это идиома. Нанинг означает «в прошлом году». Сарпекап нанинг. В прошлом году эта накидка у меня на плечах была новенькой. От нее хорошо пахло. Если честно, накидку используют в монастыре для чего угодно. Так что она действительно превращается... Я знал монахов, которые... Я проживал с монахом, который говорил, что для здоровья вредно принимать душ зимой. И он не принимал душ всю зиму. Всю зиму он не мылся, так что накидка может стать 3 мачен. То есть мало. Появляется запах. Букдёл означает, что в ней появляются дыры, как в ваших джинсах. У нас букдёл, лучший пример с букдёл в нашей современной культуре — это джинсы, рваные джинсы. На них не было дыр в прошлом году, а в этом году они рваные. Вот почему он говорит: посмотрите на эту накидку у меня на плечах. Геша Майкл мог бы сказать: посмотрите на мои джинсы. Букдёл, на них есть дыры, но на них не было дыр в прошлом году. И у них не было запаха в прошлом году, но теперь от них пахнет.
Но вы не можете сказать, что это не те джинсы, которые я купил в прошлом году. Это очень глубокое доказательство. Это очень мудрый способ объяснить нам, что такое тонкое непостоянство. Слушай, ты в джинсах? Да. На них есть дыры? Да. А в прошлом году на них были дыры? Нет. Это те же самые джинсы? Ну да, те же самые мои джинсы. И он говорит, ну вот, теперь вы знаете, что такое тонкое непостоянство, понятно? Но вы не можете сказать, что сегодняшние джинсы, на которых дыры, это не те джинсы, которые вы купили... Как этот магазин называется? В прошлом году в магазине Buckle. Это джинсы, которые вы купили в прошлом году, это те же самые джинсы. Почему мы говорим об этом сейчас? Да, ваша мама изменилась, она стала другой. Может быть, она букдел, может быть, в ней где-то есть дыра. Но это все та же мама. Вы не можете сказать, что это не та же мама только потому, что она выглядит старше, или потому что она не рядом с вами, или что-то в этом роде. Вы не можете сказать, что это не та же мама. Это те же самые джинсы, верно? Это логика. Мы говорим о потоке объекта во времени. Это называется гюн. О потоке вашей мамы во времени. Они существуют отдельно друг от друга или не отдельно? Или они единое целое? Это две точки в едином потоке? Или это два несвязанных между собой объекта? Новые джинсы, купленные в прошлом году в магазине, и джинсы, на которых в этом году есть дыры, это разные вещи? Да. Они соединены потоком? Да. Это все те же джинсы? Да. Это все еще ваша мама? Да. Следуйте такому ходу мысли, пока не поймете, что нет никакой разницы между вашей мамой в этой жизни, джинсы с дырками, и мамой в вашей прошлой жизни, новые джинсы. Хорошо? Мама в предыдущей жизни — это новые джинсы. А мама в текущей жизни — это джинсы, мама, с дырками. И они представляют собой один поток, это одно целое. Если кто-то был вашей мамой в этой жизни, и кто-то был вашей мамой в предыдущей жизни, это один и тот же человек. Это один и тот же человек, те же самые джинсы. Кьеме ту самгёте, поразмышляйте об этом. Мне нравится это высказывание. Не знаю почему, но эта фраза была часто в моих мыслях на протяжении многих лет. Если кто-то спасет вам жизнь в 2020 году, то, возможно, и в 2021 году вы сможете проявить благодарность. Допустим, в 2020 году кто-то спасает вас от автомобильной аварии или чего-то подобного. Спасает вам жизнь. И что? В 2021 году вы скажете, это было в прошлом году, сейчас 2021 год, и я не должен быть больше благодарным. Так ли это, говорит он? Это очень красиво. Цхэ означает, как узнать, что вы обрели это? Цхэ — это мера, верно? Как цхема, как прамана. Как вы узнаете, что достигли марше? Это приблизительно полуторный из скольки? Из 5 шагов. Из 7 шагов к обретению бодхичитты. Это действительно полуторный. А какой первый? Первый — это равностность. Этот шаг можно назвать полуторным. Это осознание, что они были вашей матерью. Так как вы поймете? И мне это нравится, когда в буддийских писаниях они так эмоционально спрашивают. Как вы узнаете, что обрели его? В какой момент вы можете сказать «я достиг марше»? В какой момент вы можете сказать «я достиг марше»? Когда вы можете сказать «гью-лакье»? «Гью-лакье» означает «я осознал это в своем уме». Я действительно думаю обо всех, как о своей маме. Как вы узнаете? Даже когда вы видите муравья, ползущего в туалете на нижнем этаже, что случалось ранее. Особенно, когда ты сидишь и медитируешь в туалете и видишь ползущего рядом муравья.
Было время, когда это существо было моей мамой. Когда вы видите муравья, ползущего по полу в туалете, а вы сидите там и медитируете, и автоматически приходит мысль: когда-то этот муравей был моей мамой. Когда-то этот муравей был моей матерью. Здесь ошибка в исходном тексте, очень неочевидная. Редок переводится: «Во всех своих надеждах и страхах я полагался на нее». Предстоял ли мне хороший или плохой день, суждено ли мне было пережить этот день или нет, зависело от нее. Итак, когда, сидя в туалете, вы видите муравья, ползущего по полу, и вы думаете, что однажды он был моей матерью, и моя жизнь зависела от нее изо дня в день, чунгва хланг-хланг означает... Как же это? Нежданно? Не знаю, хланг-хланг — это когда что-то поднимается в твоем сердце нежданно-негаданно. Да, совершенно спонтанно. Вы не думаете: вот я буду сейчас испытывать сострадание, или я должен испытывать это чувство. Эта эмоция сама завладевает вашим сердцем. Хланг-хланг, вот так. О, надо же, это та, от которой зависела моя жизнь. Это букашка. Тогда вы обрели Марше. И он использует почтительное слово для слова «родиться». Трунгпа. Это кепа. Выбор глагола здесь говорит о многом. Он говорит: «Ты дал рождение в своем святом сердце Марше». Он употребляет высокопочтительное обращение, которое использовалось бы в отношении Будды. Это значит, что если вы сумели достичь этой точки, когда вы испытываете такие эмоции в отношении одного муравья, ползущего по полу, то вы действительно практик высокого уровня. Вы должны быть похожи на Атишу, на лорда Атишу. Он отнесся бы к муравью именно так. Когда вы сможете испытывать к муравью то чувство, которое Атиша испытывал бы к муравью автоматически, непроизвольно, то вы обрели Марше. И, похоже, мы никогда этого не достигнем. У нас есть картинка с муравьем? Я нашел эту картинку, где малышка играет с муравьями. Я думаю, что вы тоже делали это. Я делал. На самом деле мы убивали их, что очень плохо. Но она играет с муравьями. Может быть, у нее как раз такие мысли. И вот так мы подошли ко второму шагу. Мы подошли ко второму из 7 шагов развития бодхичитты. И он называется Трин-трен. Произнесите Трин-трен. Это не Тин-тин, это Трин-трен. Трин-трен означает «помнить о доброте». Ка-трин-трен-па. Ка-трин означает «доброта». Трен-па означает «помнить». Трин-трен — это сокращение. Трин-трен. Второй шаг. Не забывайте, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим на самом деле о 6 шагах, которые можно сделать, чтобы достичь 7-го результата, то есть бодхичитты. По идее, если вы пройдете эти этапы один за другим, вы обретете бодхичитту, не задумываясь об этом, что действительно круто. В этом и есть цель ламрима. Ламрим означает просто-напросто: выполни эту медитацию, затем эту, и потом вот эту медитацию. И тогда, даже если ты этого не захочешь, ты станешь бодхисаттвой. Поэтому я думаю, что все мы благодаря старым джинсам ближе к тому, чтобы поверить, что все были когда-то нашими матерями. А как она относилась к нам, когда была нашей мамой? Что она для нас делала? Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим о Трин Шин Тучхе. Кап Трин Шин Тучхе. Когда она была нашей мамой, как она обращалась с нами? Продолжим. Цхён означает... Это может означать оружие, например. Цхён чек хорло. Корона из ножей. Но цхён также может означать брать в качестве примера. Здесь это слово используется в значении «взять в качестве примера». Давайте возьмем в качестве примера. Давайте поговорим о маме, которая была у вас в этой жизни.
Она была добра к вам. Тхоктхапар. Это известная идиома. Вы, ребята, знаете, что такое Тхоктхапар? Цонкапа написал поэму под названием Тхоктхапар. Это означает «в начале, в конце и в середине». В начале, в конце и в середине. Она была чрезвычайно добра к нам в начале, в конце и все время в промежутке между началом и концом. Что такое начало? Это пребывание в утробе матери. Она носила вас в течение дагу, 9 месяцев. Затем он говорит «нгочу», что означает 10 дней. Тибетцы считали нормальным сроком беременности 9 месяцев и 10 дней. Так ли это? Я не знаю. Пар Люкхурва. Снова Кхурва, Тим. Она несла это бремя. Она несла это бремя в течение 9 месяцев и 10 дней. Пула нокки токне. Ток — это настороженность. И здесь это означает беспокойство, что что-то может случиться с ее ребенком. Беспокойство, что что-то может случиться с ребенком. Сапсап в современном тибетском сапсап означает быть очень осторожным. Сапсапче. Например, если кто-нибудь режет что-то острым ножом, мама может сказать «сапсап», «сапсапче», «будь осторожен». Здесь это означает, даже приняв решение «се», даже приняв решение «ком», даже решив «дро», даже решив «дук», она будет «сапсап». Она будет стараться подходить с большой осторожностью к «се», тому, что она ест, к «ком», тому, что она пьет, к «дро», тому, как она ходит, к «дук», к тому, как она сидит. То есть она будет осторожна даже в том, что она пьет, потому что она будет думать о том, как это повлияет на ее ребенка, как это повлияет на ребенка. Если я буду идти быстро, навредит ли это ребенку? Если я буду сидеть определенным образом, это навредит ребенку? Она всегда думает о ребенке. Усиленная забота. У меня есть фотография для вас. В хороший день, думаю, все беременные женщины решили бы съесть салат только ради ребенка, даже если салаты преданы анафеме. Ужасны. Она съест салат ради ребенка. Она не думает о себе, она думает о ребенке. Это сложная фраза. Тэцхэ означает «если в дни беременности». Мэ — это инструментальный падеж. Если моя мама, тетаркьян, означает вести себя определенным образом. Если бы она не была кхепа, что такое кхепа? Как кедруптен подарги, кедрупдже. Да, как настоящий мастер. Если бы она не была мастером в принятии решений о том, что есть и пить, как ходить и как сидеть, если бы она не была мастером заботы о благополучии своего ребенка, мачунгчхин означает «в таком случае». В этом случае, мачунгчин, если бы она не была так внимательна к тому, что нужно есть, что нужно делать, то вас и меня не было бы сейчас на Ламриме. Это очень красивая фраза. Ни я, ни вы не сидели бы сейчас здесь и не слушали занятия по Ламриму. Мы могли бы умереть. Мы могли стать умственно отсталыми. Или мы могли не дожить до этого момента, если бы она не заботилась о нас, когда мы были в утробе. Это очень убедительный аргумент для большой группы монахов. Вот большая группа монахов, которые учатся, чтобы получить степень геша. И вот Пабонка говорит, он не говорит, что она спасла вашу жизнь и так далее. Он говорит, вы бы не изучали Абхисама Яланкару, если бы не ваша мама. О боже, можете себе представить? Вы бы никогда не услышали о Срединном пути. И все монахи воскликнули, о боже, наши мамы такие замечательные.
Ранг Ретата означает, что все мы, кто находится здесь прямо сейчас, Чхотан Джел. Джел — это очень значимое слово в буддийском языке. Это значит соприкоснуться со святыней. Джел. Это, например, когда вы... Мне вспоминается, как люди приходили посмотреть монгольский храм, в котором я жил. Они приходили в основном посмотреть роспись. Я сказал своему учителю Ринпоче: «Пойду покажу им роспись». Он говорит: «Нет-нет-нет, мы не говорим показать им роспись. Они собираются соприкоснуться со священной дхармой. Нужно говорить Чхö Танг Джел. Скажите Чхö Танг Джел. Чхö означает дхарма, танг — это с, джел означает встретиться, соприкоснуться с дхармой. Поэтому не говорите «я собираюсь посмотреть роспись», говорите «я собираюсь соприкоснуться со священной дхармой». Это прекрасное слово. Так что у вас не было бы шанса Чхö Танг Джел, если бы ваша мама не следила за тем, что она пьет, когда вы находились у нее внутри. И вы бы сегодня здесь не изучали священную дхарму, если бы ваша мама не проявляла безмерной заботы о вас даже тогда, когда вы находились в ее утробе. И для человека, который действительно ценит свою практику дхармы, это довольно серьезный аргумент. Это неоспоримая логика. Будьте добры со своими матерями. Почему? Потому что только благодаря им вы сейчас слушаете учение по Ламриму. Можете ли вы себе представить, что вы не на Ламриме сейчас? Я знаю, кем бы я стал. Я был бы профессором в Принстоне или что-то в этом роде. И я был бы несчастлив, дважды разведен, и я бы пил вино каждый вечер, чтобы немного скрасить свою жизнь. И я сражался бы с коллегами за возможность опубликовать книгу первым. Вот что бы со мной было. Я знаю, и я благодарен. Это забавно, потому что гё — это гё в чингё, чингва и гёпа. Препятствие к медитации, притупленность и беспокойство. Так что здесь гё означает беспокойство. Как называется обезьяна? Большая такая. Как же она называется? Шимпанзе? Большая такая. Меньше примата, но больше мартышки. Извините, меньше, чем горилла, но больше мартышки. Шимпанзе? Орангутан? Да, орангутанг. Как по-тибетски орангутанг? Мигё. Беспокойный человек. Итак, гё-трак. Трак в сочетании с гё означает «ваши старания и ваша одаренность». Тот факт, что вы находитесь здесь, на занятии по дхарме или на занятии смешанных орешков, соприкасаясь со священнейшей дхармой, объясняется не тем, что вы были так умны или так сообразительны, что сами оказались здесь. Просто ваша мама пила то, что нужно было во время беременности. А если бы она пила что-то другое, у вас могло бы не хватить умственных способностей для того, чтобы сидеть здесь. Это действительно так. Это только благодаря вашей маме. Тенье означает «это только». Только благодаря вашей маме у вас есть умственные способности, чтобы сидеть здесь на занятии по Ламриму. Подумайте об этом. Она могла бы принимать наркотики, она могла бы делать что-то еще, она могла пить алкоголь. Вы могли бы быть умственно отсталыми в результате ее неправильного поведения во время беременности. Но она заботилась о вас даже тогда. Она начала... Когда вы думаете о материнской доброте, трин-трен — второй шаг. Начинайте не с момента рождения, а с момента зачатия. Уже тогда она начала заботиться о вас. Возможно, даже еще до зачатия, верно? Так что мне нравится эта фотография. Когда я думаю об этом, я сказал себе, надо найти фотографию с одного из прошлых ламримов, чтобы можно было сказать, что мы там были. И мне нравится эта фотография. Этот ламрим мы проводили на Бали не так давно, примерно год тому назад. А это вьетнамская группа. Это участники из Вьетнама. Они прекрасно исполнили танец, и японцы красиво танцевали, а затем замечательно станцевали участники из Китая. И чтобы мы были там и наблюдали этот прекрасный танец во время наивысшего учения,
Вас бы там не было, если бы ваша мама небрежно обращалась со своим телом во время беременности. Она начала заботиться о вас еще до того, как вы появились на свет. Далее он говорит, пар, тхокта пар. Тхок означает «в начале», тха означает «в конце», пар означает «между началом и концом». Давайте поговорим о пар. Пар начинается с момента появления на свет. Промежуточное состояние начинается после того, как вы появились на свет из материнской утробы. Парту кьяпананг. И даже после того, как вы родились, вы были кан-янг мишепа шебу. Вы были комочком неразумной плоти, который ничего не умел. Вы были комком плоти, который ничего не знал. Вы можете называть так людей, которые вас огорчают. Вы не более, чем комок плоти, который ничего не знает. Мне нравится это выражение, не знаю почему. Эта фраза тоже всегда со мной. Вы были просто свертком неразумной плоти. Сорчу означает, сор здесь означает пальцы. А сорчу целаланг означает, ну там, не знаю, держать что-то на пальцах, вот так. Она лежит. Вы только что разорвали ее внутренние органы, и она чуть не умерла. А потом у нее появился этот маленький, глупый комочек плоти. И она восхищенно: «О, ты такой красивый!» И она поднимает вас вверх и держит всеми 10 пальцами. И я видел похожую фотографию с Нур примерно с месяц назад. Мы ждали новостей из больницы. Это обычное переживание. Она поехала в больницу, у нее отошли воды, они помчались в больницу. Уже родила? Нет, нет, нет. И ты занимаешься своей работой, ужинаешь, звонишь Сейджи. Еще нет? Нет. Она кричит: «Ладно, понял». И продолжаешь свои дела. И в какой-то момент забываешь позвонить Сейджи. На следующее утро спохватываешься. «Я забыл позвонить Сейджи вчера вечером». Звонишь, спрашиваешь: «Родила?» Нет, она все еще кричит. И вдруг звонит телефон, и ты получаешь фотографию Нур с ребенком, подобную этой. Разве это не так? Так было всегда. Парту. Кепананг, она сорчу целаланг. Она держит тебя на кончиках своих 10 пальцев. А потом епатапю гад сорче. Она выглядит настолько счастливой, как будто только что нашла мешок с бриллиантами. Это так забавно. Это очень забавная картинка для меня. Она не говорит: «Я чуть не погибла из-за тебя 2 часа назад». Она словно говорит: «О, посмотрите на эту прекрасную драгоценность». Она будто нашла мешок с бриллиантами или что-то в этом роде. Она рассматривает этот комочек глупой плоти, этот кусочек неразумной плоти. Это могло бы быть хорошим названием для музыкальной группы. Она обращается с вами как с мешочком бриллиантов или чем-то подобным. «О, смотрите, я нашла бриллианты». Таких фотографий много. Это общедоступное фото. Найти его не составит труда. Гацхор означает «она испытывает блаженство». Шетрёлачар. Шетрё означает тепло ее тела. Это один из уровней Джорлам. Трёцема чхочок. Трёцема сёпа чхочок. Итак, трё означает тепло. В философии приближение к пустоте также называется теплом. Здесь шетрё означает ее тело, тепло ее тела. Чар означает, она прижимает вас к своему теплому телу. Джампетен лашак, она пытается найти для вас местечко, которое джампа, как в джампеджанг. Как это на санскрите? Манджу. И это распространенное женское имя в Индии, Манджу. Это мягкий, или бархатистый, или что-то в этом роде. И вот, когда она укладывает вас, она пытается найти тихое, удобное местечко. Манджу, место для вас. Так можно легко запомнить имя Манджушри. И потом Цева Цзумки Сю. Сю — это то, что Будда сделал, когда впервые увидел Утпалу. Он поприветствовал ее. Сю означает «приветствовать».
И она приветствует вас цевэдзум с улыбкой, исполненной любви. Ты только что разорвал меня изнутри. Я истекала кровью. Меня только что зашили. Действие обезболивающих заканчивается. Я люблю тебя. Ты такой красивый. Это безумие, правда? Наб означает слизь, которая выделяется из носа ребенка. Простите, но это так. Чхокпа переводится «позволять» или «быть уместным». Например, когда вы спрашиваете у своего учителя, «Можно мне сейчас уйти?» Вы говорите «дрочхокпа». «Можно мне сейчас уйти?» Или «Я вам еще нужен?» Чхокпа значит «она могла бы», и это было бы в порядке вещей, если бы она вытерла вам сопли лакпа из носа рукой, пальцами. А нё-ток, слово «ток» у нас только что было, но она боится, что это может причинить вам боль, поэтому она делает это своим кха. Ртом? Да. Она оттирает слизь из вашего носа губами, потому что боится, что ее пальцы не так нежны. Ток. Мицангва, ваши испражнения, Шингла Сокпетре, она могла бы соскребать пластиковой ложечкой или чем-то еще, но она это делает своим лакпа, своими руками, потому что она боится, что использование ложки или ткани может вызвать раздражение на коже вашей попки, и она это делает пальцами. Чхи значит вытереть. Шапчи — это... Что это? Чистильщик обуви. Шапчи. Это тибетское слово для обозначения сопровождающего ламы. Вежливое тибетское слово для обозначения помощника ламы. Это шапчхи. Чистильщик святых башмаков. Эй, чистильщик святых башмаков! Что Ринпоче хочет сегодня на ужин? Или что-то в этом роде. Верно, Джигме? И вот, если бы она решила передохнуть и оставить вас одного на день или даже час, Ньимачик означает один день. Кам — это или, Чхуцечик — 1 час. Если бы она решила, ты знаешь, дай мне отдохнуть, я схожу в кино или еще куда-нибудь в театр. Елпартор переводится «оставить вас». Елтор означает «оставлять кого-то». Если бы она оставила меня на 1 день, на 24 часа или даже на 1 час и пошла в кино или развлечься с друзьями, Яннакхи Сава, может, меня бы съела собака. Такое бывает. Или Янгначетхок. Янна, или меня могла унести крупная птица. И я видел, как маленьких животных уносят птицы в пустыне. Детенышей животных действительно уносят птицы. Это может случиться и с человеком. Известная история о первом Далай-ламе. На стойбище, где жили его родители, напали грабители. Мама спрятала его среди скал и вернулась защищать свой дом. И когда его стали искать, оказалось, что его защищал большой стервятник или орел. Он стоял над ним. Как бы там ни было, вполне возможно, что меня унесла бы птица. Или я мог бы упасть со стола или со стула и разбить себе голову. Янг означает упасть в какой-то каньон или упасть со скалы. С детьми такое бывает. Я бы умер, если бы мама бросила меня хоть на час или на день. Я бы умер. Вполне вероятно, что я бы умер. Она спасала нам жизнь сотни раз каждый день. И вы можете это видеть. Я работаю с Сейджи каждый день в Zoom. У него маленький ребенок, его жена Нур
Кстати, они вчера поженились, то есть получили документы. Она никогда... У матерей есть такой инстинкт не отвлекаться даже на мгновение от своего ребенка. Она безраздельно связана с ребенком. Она чувствует, если что-то угрожает ему, даже что-то незначительное. И она полностью отдает себе отчет в том, насколько ребенок в безопасности в каждую минуту. Если бы мама не была такой, мы бы наверняка погибли. Пула Дукмьял. У меня есть близкий друг моего учителя. Ее ребенок попал под грузовик, потому что она отвлеклась на мгновение. И такое случается. Они не могут сбегать куда-то, они не могут задуматься, они просто всегда рядом. Если бы ей пришлось сделать выбор, кто будет страдать, ее ребенок или она, то она, конечно, выбрала бы себя. Дам означает выбирать. Тханна означает в довершение всего, в исключительной ситуации. Ньики Цхаанг. Даже когда она спит, часть ее разума все еще следит за ребенком, все еще наблюдает за ребенком даже во сне. Она больше не спит так крепко, как раньше, до появления у нее ребенка. Она больше не спит так сладко, как раньше, до появления ребенка. Ее сон — это всегда полусон, потому что она думает, а вдруг что-то случится с ребенком. На фотографии мама, которая проверяет ребенка даже во время сна. Я думаю, что в наши дни я прохожу через все это как дедушка. У меня маленький внучок Майтри, и я вижу, что его родители, Сейджи и Нур, научились не спать. Они научились находиться все время в состоянии полусна. И это интересно, и это прекрасно. Так что просто подумайте над тем, что ваша мама делала это для вас, и что муравей, ползущий по полу в туалете, делал это для вас. Мы продолжим разговор о Трин Трен на следующей встрече.